Всем привет! Это видео по базовому моделированию в SolidWorks. В этом видео я смоделирую вот такой вот трубный соединитель и подробно расскажу, как работает каждая из функций, которые я буду использовать в процессе его создания. Начнем, друзья! Начнем моделирование с того, что перейдем в главное меню. Здесь я выберу тип файла для создания деталь. Есть три разделения: Part, Assembly и Drawing. Part — это деталь, Assembly — это сборка, куда вставляется много разных компонентов, и Drawing — это чертеж. Начну с того, что создам эскиз на плоскости сверху. Для того, чтобы это сделать, выберу я в дереве конструирования SolidWorks, и здесь у меня появляется сразу всплывающая функция эскиз. Нажму на эскиз, плоскость поворачивается перпендикулярно к экрану. И у нас появляется вот здесь вот такое вот окно, и мы переходим автоматически во вкладку Sketch, эскиз. Здесь у нас появляются инструменты эскиза, и у нас горит вот такая вот кнопка Exit Sketch. Когда она горит, это значит, что мы находимся в эскизе. Но у нас также есть вот эти вот две кнопки, которые также показывают, что мы находимся в редактировании эскиза. Если вы по какой-то причине не находитесь во вкладке Sketch, а в других вкладках, между ними можно переключаться вот здесь вот. Вы можете попасть в Sketch и вот здесь работать с эскизом. Для того, чтобы создать базовую форму, вот эту вот, я использую прямоугольник из центра. Это вот эта функция, находящаяся под линией. Если у вас здесь не прямоугольник из центра, а другая функция, вы можете нажать на стрелочку вот здесь и выбрать нужный вам тип. Вот мне нужен прямоугольник из центра. Я его выбираю, нажимаю в центр, который у нас в SolidWorks обозначается красными стрелочками. Нажимаю и перемещаю мышку в сторону. Сейчас я ничего не нажимаю. Отвожу в сторону, нажимаю, затем правой кнопкой мыши нажимаю и здесь Select. Таким образом мы снимаем выделение с нашего элемента. После чего мы нажимаем Smart Dimension, которая в русифицированной версии SolidWorks называется автоматическое нанесение размеров. Выбираю я теперь это ребро. Это у нас вот это ребро будет по всей длине. Выбираю и указываю ему длину в 200 мм. Потому что вот здесь у нас 100 до центральной оси. 100 в эту сторону и 100 в эту. Вот 200. 200 мм. Посмотрим толщину. Толщина нашего прямоугольника 40 мм. Нажимаю вот сюда и указываю здесь 40. Вот так. Когда моделируете в SolidWorks, вы можете выбрать единицы измерения. Нажму на шестеренку в верхней части интерфейса SolidWorks, которая означает System Options. Перейду во вкладку Document Properties. И здесь у меня есть вкладка Units, единицы измерения. И здесь вы можете выбрать различные единицы измерения. Я выбираю MMGS, либо Custom. Это когда вы сами задаете нужные вам единицы. MMGS это миллиметр грамм в секунд. Миллиметр грамм секунда. Я в основном использую этот формат единиц измерения, но вы можете переключиться на любой другой, который вам будет удобен. Я оставлю MMGS и нажму ОК. Сейчас мы вышли из эскиза. Чтобы туда вернуться, я нажму правой кнопкой мыши по моему эскизу и отредактирую его. Теперь мы снова можем редактировать эскиз. Продолжим редактирование. Нам нужно создать круг из центра, чтобы создать вот эту вот область. Для того, чтобы создать круг из центра, я выберу инструмент круга из центра. Вот у меня здесь есть. Если у вас установлен сначала не круг из центра, вы опять же нажимаете на стрелочку рядом с функцией и можете выбрать нужную вам функцию. Выберу круг, наведусь на центр, пока не появится возле курсора желтое обозначение такое, что я попал в центр. Нажимаю, отвожу курсор в сторону, опять нажимаю, и теперь снимаем выделение через правую кнопку мыши. Выбираю опять Smart Dimension, и теперь нам нужно установить радиус 50 этому кругу. Сначала у нас устанавливается диаметр круга. Радиус до половины диаметра, поскольку у нас радиус 50, диаметр будет 100. На самом деле не обязательно считать радиус или диаметр в голове, SolidWorks это может сделать за вас. Сейчас я нарисовал круг, установлю ему размер, пока что он будет как диаметр, просто подтверждаю сейчас размер, ничего не изменяю. Захожу теперь в выноски, Leaders, и там выбираю радиус. Теперь все, что мы сюда введем, будет установлено как для радиуса. Такую же конвертацию можно делать для диаметра.
Чтобы диаметр 100 не был диаметром, отображался как радиус, я опять же зайду в вкладку Leaders, выноски, и здесь выберу не диаметр, вот такое вот обозначение, а радиус, вот такая вот стрелочка из центра до края окружности. Нажимаю, и теперь у нас здесь установлен радиус 50. Теперь нам нужно соединить вот этот вот круг с этим прямоугольником. Для этого я выберу функцию Trim, которая находится вот здесь, в меню Sketch. И теперь с помощью этой функции удалю самопересекающиеся элементы. Для того, чтобы их разрезать, я зажимаю левую кнопку мыши, веду ее и перерезаю ненужные мне сегменты линий. Эту. И здесь линии разрезаем. Главное, не перерезайте вот эти осевые линии. Они у нас сейчас удерживают нашу конструкцию, чтобы она не развалилась. Иначе вам придется снова фиксировать эскиз. Если вы что-то случайно перерезали, у вас здесь остается красная точка, видите? Она обозначает место, в котором был произведен разрез. Если навести курсор мыши на эту точку, то разрез, который был произведен ранее, отменится. Вот у нас восстановилась линия, которая была раньше разрезана. Но если вы что-то случайно удалили и уже применили функцию, вы можете нажать кнопки Ctrl плюс Z, и ваше изменение отменится. Сейчас у нас вся геометрия эскиза черного цвета, потому что наш эскиз полностью определен. Когда эскиз определяется, вы не можете его переместить. Если вы перережете, допустим, вот эту линию, некоторые части вашей геометрии станут синими. Они будут не полностью определены, и вы сможете их перемещать. Поэтому лучше сохранить структуру предыдущих элементов, чтобы ваша модель не разваливалась. Сейчас, как вы видите на чертеже, нам нужно добавить скругление на нашу модель. Для того, чтобы это сделать, я использую функцию Sketch Fillet, которая находится вот в этом меню. Нажму Fillet, укажу 5 мм радиус скругления, нажму левой кнопкой мыши, не отпускаю, тяну и выбираю всю мою модель. 5 мм, окей. Так, теперь нам нужно создать круг в центре этой детали. Для этого я опять же выбираю функцию круг из центра. Если у вас там функция Perimeter Circle, вы можете опять же нажать на стрелочку и выбрать нужную вам функцию. В данном случае нам нужна функция Circle, круг из центра. Навожу курсор мыши на центр координат, две красные стрелочки, чтобы у меня возле курсора мыши появился желтый значок такой, где кружок в кружке. Нажимаю и затем отвожу курсор мыши от центра. Нажимаю еще раз, подтверждаю задание круга, сбрасываю деление, нажав кнопку Select, и устанавливаю ему диаметр 80 мм. Вот так. После того, как мы завершили создание круга из центра, я добавлю будущее отверстие по сторонам нашей модели. Для этого сначала нарисую осевую линию, на которой они будут располагаться. Из вот этой точки, средней точки, она у нас подсвечивается. Когда мы в нее попадаем, она подсвечивается оранжевым, вот здесь. И появляется возле курсора значок средней точки. Нажимаю туда, эту среднюю точку, и из нее начинается построение линии. Веду курсор мыши к другой точке на другой стороне, нажимаю, получаем эту точку. Отлично. И еще нарисую среднюю линию вверх. Вот так. Нажимаю, выхожу из построения линии. Далее нарисую кружок на этой линии, вот здесь. Вот так. Установлю ему диаметр 20 мм. Как на чертеже. 20 мм. И от центра 80. Теперь для того, чтобы нам не перерисовывать этот кружок на другую сторону, я использую функцию Mirror Entities, которая находится у нас вот здесь. Отражу наш кружок на другую сторону. Выберу кружок, выберу осевую линию, которая у нас находится посередине и которую мы только что нарисовали. И сделаю Mirror Entities, отразить элементы. И кружок переместится вот туда. Мы завершили наш эскиз, теперь нам нужно его вытянуть. Для этого я перейду во вкладку Features. И здесь выберу Extruded Base Boss, вытянутая бабышка основания. Эта функция позволяет выдавливать плоские 2D эскизы. Теперь у нас модель поворачивается, наш эскиз повернулся, и мы видим будущую нашу модель. Желтым отображается то, что у нас будет из этого эскиза. Сейчас у нас толщина стоит 10 мм.
Это как раз то, что нам нужно. Поэтому мы нажимаем ОК, тем самым завершая функцию и производя простое вытягивание. Теперь зададим внутреннее соединение между верхней секцией и нижней секцией нашей детали. Выберу эту плоскость, эскиз, Ctrl-8, чтобы сделать ее перпендикулярно экрану. Теперь нарисуем первый круг из центра. Вот так. Укажем ему диаметр 90 мм. Это у нас будет вот это вот внутреннее кольцо. Еще один круг. 100 мм диаметром и 50 радиусом. Вот так. И теперь мы это вытянем. Features, Extruded Base Boss. Я это вытяну на 80 мм. Поверну модель, чтобы видеть, что происходит. Перед тем, как нажимать ОК, проверьте, что у вас включена галочка Merge as Out, которая включает объединение с любой другой примыкающей моделью, которая является твердым телом. Вот здесь у нас нижняя подставка, и к ней прикрепится сейчас вот эта вот верхняя труба, которую мы создаем. Галочка включена. ОК. Теперь на верхней грани нажимаю на нее и создаю эскиз. Ctrl-8, делаем вид перпендикулярно экрану. В Solid есть очень удобная функция, которая позволяет проецировать объекты в наш эскиз. В данном случае можно проецировать нижнюю плоскость нашей детали на верхний эскиз. Для этого я открою здесь стрелочку в Extrude Base Boss, и там у нас есть наш эскиз. Я его выберу и нажму функцию Convert Entities, преобразовать элементы. Когда я нажимаю, все элементы, которые у нас были снизу, переносятся наверх, создавая геометрию. Так, вытягиваем функции Extruded Base Boss на 10 мм. 10 мм, Merge as Out. Отлично. Получаем вот такую геометрию. Остается добавить внутренние кольца. Для этого я добавлю плоскость, беру Reference Geometry, вспомогательная геометрия, и там плоскость, Plane. От этой грани, от этой проушины, на 15 мм сдвину плоскость. Вот здесь у нас устанавливается расстояние. Нажимаем ОК. На этой плоскости я опять же создам эскиз. Ctrl-8. Спроецирую на него эту окружность. По всей длине у нас диаметр 80 мм. Так что все вот эти кольца наружные, которые там проходят, 80. И добавлю наружный диаметр в 90 мм. Ну, вот так. Отлично. Дальше вытягиваем наш элемент на 10 мм. Окей. Создаем смещение на 30 мм плоскости. Выбираем плоскость. 15. 30. Окей. На ней тоже делаем эскиз. Проецируем наш предыдущий эскиз. Конверт. И вытягиваем его тоже на 10 мм. Так. Окей. И вот мы создали такую деталь в SolidWorks. С вами был Алексей Евтефеев. Надеюсь, вам понравился урок. Спасибо за просмотр. Всем пока.